Но у нас еще один форс-мажор. У нас ужасный форс-мажор. Сейчас вы увидите это. Это жесть полная. Мы договаривались с тобой изначально на 15 июля, что все будет готово. Июля. Сейчас 22 августа. Это совершенно другая история. Это не вопрос 1-2 дней. Поэтому нужно сделать все, что только можно, чтобы это все было готово. Для нас завтра критично. Не то, что мы говорим про послезавтра. Завтра критично вообще пипец. А ты говоришь, завтра будет не готово. У нас все рушится. И мы не можем взять и типа такой, ой, а давай все отменим. Домик будет полностью готов, внутри, полностью. Это будет тоже готово, это не проблема. Его тут нету. Прикинь, внутри даже обрамления не сделал. Никаких линолеумов, ничего. Все, что он вчера привез, он просто взял и уехал. Короче, мы приехали сюда, вчера вечером мы уезжали, поздно уже было. Он приехал, этот рабочий, сказал, что все материалы он купил, вот он при нас их привез. Сказал, что будет доделывать, нужно сделать внутри домика, там вон окно запенить, вокруг обрамления сделать, там масса всего. Крышу он хотел сделать. Говорит, я в крайнем случае, если не ночью буду делать, то рано-рано утром приеду. Сейчас вот мы приехали на место, сейчас уже больше 9 часов утра, здесь прям стоит манипулятор, и тут нету никого, и ворота закрыты. Вот так вот и работаем. Ну, у нас слов нет, честно говоря. Мы так настрадались уже с этой историей. Это просто какое-то издевательство. Вдруг он не берет, да? Всем привет! Это канал Слово Пацана. И нам бы очень не хотелось как-то с негатива начинать эту историю, которая должна быть светлой, хорошей. Едет, да? Понятно. Но вчера поздно-поздно вечером мы уехали отсюда. И сегодня к утру должна была быть здесь полностью завершена работа. Хотя мы в это не особо верили. Но самое интересное, что с того момента ничего вообще не изменилось. Здесь у нас не доделана ни веранда, вообще ничего не сделано. Короче, мы очень расстроены. У нас все опять рушится. Я даже вам передать не могу, насколько нам это важно, какая-то подстава. А что, ты вообще ничего не делал, да? Делал. А? Делал. Что сделали? Там окна не запенены, линолеум не положен. Линолеум там постелим, что? Я говорю, там ничего не сделано, Хатика. Тебе не стыдно самому-то, а? Да мне самому не стыдно. Не стыдно? Заметил я. Ну ты, наверное, нас держишь за кретинов вообще конкретных, да? А почему нет-то? А я тоже устал, я тоже устал. И что, ты вчера сказал, лучше я приеду пораньше, ты вчера сказал. Приехали сюда все, здесь манипуляторы 2 стоят за углом. Я все видел. А тебе плевать, понимаешь, что люди приехали. Ты ничего не сделал, ни внутри, нигде. Что, мы сейчас должны здесь тебя ждать сидеть? Да не мог стать. Хочешь, я покажу, что значит не мог? Ты вчера что говорил? Устал. Ты вчера что говорил? Я тоже устал. Ты вчера что говорил? А тебе что ты хочешь с утра? Ты чего ты говоришь, я не знаю, слова, которые не Я тебе говорю, не могу, не получается, да, не могу. кричи, говорите мне. Ты вчера сказал, что я внутри доделаю. Было такое? Было такое или нет? Ты мне скажи, было такое, что ты сказал внутри доделать? Сказал. Как вы поняли, эта история все-таки получилась с небольшими моментами негатива. Мы не стали вставлять самые жесткие моменты, самые жесткие фрагменты нашего общения с исполнителями, наши разговоры. Если вы хотите более детально понять, почему мы поступили именно так, почему все произошло вот так, то в Инстаграм переходите, там будут фрагменты этого разговора, такого крепкого разговора, и вы поймете все наши эмоции и поймете, почему произошло именно так, как произошло. Вот здесь Инстаграм, там фрагменты, которые в основной ролик не попали, а не попали они сюда, потому что, это такая прям не самая приятная вещь, не должно ее быть здесь, в Инсте, пожалуйста. Давай посмотрим на вид рабочих. Давай. То есть мы уехали вчера. Прям за нами сел. Слушай, он вчера за весь день покрасил только балки эти, и все. Он больше вчера ничего не сделал, только покрасил балки. Привет.
Пашка. Здорово. Дима. Привет, привет. Вы приехали на 2 манипуляторах, да? Да. Ну, ситуация у нас следующая, откровенно сказать. Мы были здесь вчера 4 раза. Вот ничего не изменилось с того момента. Мы докупили материалы, мы сказали, что мы в 9 утра приедем. Короче, мы сейчас ищем, может быть, каких-то строителей. Они устанавливают? Ну да, они должны устанавливать. Кстати говоря, Что делать? я не знаю, как устанавливать. Мы просто сами не знаем, как поступить. Ну, как бы... Вообще забрать его, там поставить и там уже на месте доделать. Как бы, поставить и доделать там по месту. Потому что здесь, я чувствую, реально не доделать. Никогда не доделать. Да. Нам бы очень не хотелось в этой истории, чтобы были какие-то негативные моменты. Мы стараемся относиться к этому даже с неким юмором, долей иронии. Но в том моменте мы, признаться несколько раз, как-то нас несло, мы срывались, эмоции преобладали над нами, но мы понимали, что нам нужно во что бы то ни стало уехать, доделать, сделать все-таки то, что мы наметили. Мы стали искать какие-то варианты. Нам нужно здесь доделать по бытовке, здесь нужно накинуть крышу. Здесь уже весь материал есть, в принципе, здесь работа часа, я думаю, что... на 2-3 часа, если это там, 2-3 человек глобально. Позвонили по объявлению на Авито, нашли ребят, чтобы в помощь дать этому исполнителю где-то что-то подкрасить, подделать. И каково же наше было удивление, когда приехали эти 2 рабочих. Привет, а вы, наверное, по поводу стройки, да? Мы думали, вы чуть-чуть постарше будет. Вот человек, его зовут Хатика. Все... Меня зовут Хачик. я на всякий случай говорю Хатика, вдруг будет обидно. Нет, Хачик это обозначает по-армянски переводится Крест, я знаю, но не все это знают. Можете сказать. Вот теперь все знают это, хорошо. Короче, ты им просто дай задание, чтобы тебя немножко разгрузить, покрасить. Да. Наверное. Я думал, ребята будут чуть постарше. Это не Равита. Здесь найдется все. Мы, признаться, не ожидали, что приедут такие молодые ребята, когда по объявлению просто просили, что приехали 2 рабочих, но приехали 2 совершенно прям молоденьких парня, но тем не менее, они уже вон что-то красят, уже что-то делают, то есть им Хатик дает задание, просто смешно очень, им Хатик дает задание, и вот какая-то работа уже пошла, и это ускоряет работу, которая сейчас происходит. Вот так ты подъедешь через забор, ты же сможешь, да, сделать? Да. Другую подъедем сюда, вот тут вот. Но здесь через забор может не получиться. Сколько от забора до вот этой бытовки, сколько здесь расстояние? Вот здесь получится 3 метра. Но меньше, мне кажется, 2 метра. Вот тут 2 метра. Он у нас получается как-то. Я думаю, что очень важно напомнить и новым зрителям, и старым зрителям про эту историю. Некоторое время назад мы узнали, что здесь, в селе, живет бабушка. Ей более 80 лет. И живет она вот в таком вот доме. Он полностью сделан из глины. Крыша здесь соломенная. Бабушка как-то пыталась уже его укреплять, потому что этот дом буквально стал осыпаться и оседать. Свет туда, разумеется, особо не попадает. Воздух туда не проходит, потому что все здесь тут замазано. Туда проходит влага, и влага идет с крыши, потому что крыша просто жестко протекает. Если оказаться внутри, то там находиться невозможно. Помимо того, что там темно, там еще сыро, очень плохо пахнет. Там прям совсем плохо. И когда мы узнали про эту историю, мы решили, что бабушке нужно будет переехать в новое жилье, которое мы сейчас ей строим. Знаете, как дети заходят в магазин, вот маленькие, начинаются трогать. А мы просто зашли в магазин электрики.
света. Здесь просто столько всего есть интересного. Вам не передать словами. Ребята на манипуляторах попросили, чтобы мы дали им наклейки. Помимо наклеек на машину, вот таких вот, мы еще делаем одежду, мы шьем ее сами. Худи, футболки, появились, кстати говоря, штаны. И также мы даже делаем носки. По ссылке в описании переходите в наш магазин, заказывайте, покупайте в любую точку мира. Мы доставляем в любую страну вообще совершенно, поэтому переходите по ссылке в описании и приобретайте нашу одежду и наклейки на машины. Спасибо. Сейчас ставятся укрепления дополнительные для того, чтобы при транспортировке вот эта конструкция, веранда, выдержала все нагрузки, повороты и вообще все-все-все. Первая часть уже погружена. Здесь у нас веранда, здесь у нас все вообще, что только можно. Мы еще сложили весь стройматериал, который нам пригодится там на месте. И сейчас будем загружать вторую часть, уже основной домик на второй манипулятор. Все, два манипулятора у нас есть, они загружены полностью. Здесь бытовка, там вот у нас веранда. И они сейчас выезжают, один за другим выезжают, уже наконец-таки мы выезжаем в сторону деревни. Честно говоря, темнеет, честно говоря, мы полностью убиваемся из графика. К сожалению, так есть, к сожалению, иначе мы не можем, хотя очень бы хотели. Едем туда. В общем, сейчас, прямо сейчас, кадры, красивые кадры, как едут два манипулятора. Но у нас еще один форс-мажор. У нас ужасный форс-мажор. Сейчас вы увидите это. Это жесть полная. Здесь очень важно остановиться и обратить ваше внимание на то, что когда эта веранда собиралась, все знали,
исполнитель знал, что она поедет на манипуляторе. И в его обязанности входило, чтобы эта конструкция была готова к транспортировке. То есть он должен был должным образом все там закрепить, сделать. Ребята на манипуляторах, два наших зрителя, они работают очень давно, у них очень большой опыт. И это ни в коем случае не их вина, они поставили все нормально и закрепили с своей стороны все нормально. Но сама по себе конструкция была, откровенно говоря, просто очень хлипкая. Вы очень многого не знаете. Вся эта история, все это строительство бытовки пропитано просто, знаете, вот всем вот таким. Вот не задалось прям вот с самого начала. Ну что ж такое-то, а? Ну что ж такое-то, а? Эх. Ну тут вообще, я просто помню свое состояние. Я, казалось бы, все писал, камера, все, ходил, рассказывал, а внутри я думал, что же дальше делать? Как быть? У нас просто взяло все это, сложилось, склеилось, но мы так вроде бегло посмотрели, что оно все сломалось, но в целом-то балки все эти есть, то есть можно просто заново это как конструктор собрать. И мы дальше выдвинулись в путь, собрали все это в манипулятор, выдвинулись дальше в путь, чтобы наконец уже доехать. Но... Крыша разлетается на ветру. Сейчас мы такими вот балками от той бытовки, это те балки, которые ее скрепляли, мы сейчас пытаемся закрепить крышу таким образом, чтобы она не разлеталась. Сейчас прикрепим. Ничего, все будет нормально. Мы все сделаем. Мы все сделаем. Вот саморезы рвет, вот кусок остался этой от самореза. Вот. Ага. Разумеется, мы не абы куда прикручиваем эти балки. Мы их прикручиваем таким образом, чтобы они не продырявили крышу, чтобы потом туда ничего не протекало. То есть там, где есть основа, сбоку лишь. У нас сейчас шуруповерт тут сел. Что-то все к одному, да. Вот так, да? И вот в этот самый момент, когда уже наше терпение было на пределе, когда мы увидели все это еще более детально, ну и вообще все это отношение, да, к работе, это было такое общее желание. Мы захотели, чтобы больше этот исполнитель участия не принимал в этом строительстве. Мы справимся без него? Нет, мы сейчас скажем, все, он в курсе уже всей этой ситуации, что у нас развалилось. Потому что мы с ним замучаемся, просто замучаемся с ним. Все, хватит. Ну, действительно, мы понимали, что если он поедет дальше доделывать, это еще будет несколько дней, мы здесь будем сидеть, вместе с ним все это доделать, достраивать. Мы приняли решение найти совершенно другую бригаду толковых, нормальных ребят, которые быстро за день все это соберут по уму, без ошибок, выручат нас таким образом. У нас, пока мы тут прикручиваем, у нас тут родилась идея некоторая насчет нашего рабочего, с которым мы связались. Можно... Я думаю, что больше вы его не увидите в кадре. В этом видео очень много хороших, работящих ребят. И я думаю, что зрители, которые давно следят за каналом, помнят, что есть такой парень, зовут его Женя. Это мой такой друг вообще аж из детства. Он помогал нам не раз в разных наших историях, ездил с нами, выручал нас в трудных ситуациях. И
у него есть канал на Ютубе. Теперь у него есть канал на Ютубе, где он снимает ролики про то, как он своими руками чинит серьезную строительную технику. Я буду очень вам признателен, если вы, наши зрители, по ссылке в описании перейдете к нему на канал. Канал называется Heavy. Напишите ему в комментариях, что вы от слова пацана, передайте ему привет. И кому интересна эта тематика, подпишитесь на него, пожалуйста. Его видео действительно полезное, информативное, и вообще он классный парень. Он действительно достоин вашего внимания. Мы подъезжаем к бабушке, к Марии Тимофеевне. К большому сожалению, солнце уже садится, у нас закатное солнце. Время сейчас 19:00, то есть это время, когда лето уходит, начинается вот-вот осень, и солнышко уже садится раньше. Наша задача на сегодня – это просто поставить бытовку и, по сути, только лишь фундамент, пол от веранды на уже подготовленные сваи фундаментные. План таков. Главное успеть максимально засветло это все сделать. Ну, как вы, я думаю, видите весь этот ролик, как все у нас рушится, и все идет совсем не по плану. Мы подъезжаем к бабушке Марии Тимофеевне, вот уже подъехали. Манипуляторы. Ребята на манипуляторах едут сзади, мы их погнали. Судя по калитке, бабушка дома находится. Ну и время уже вечернее, позднее. Ага. Там палка изнутри. Она подперла изнутри палкой. Так она, видимо, запирает. Ё-моё. Она, конечно, в такое время нас точно не ждет. Уж как-то осела тут. Здравствуйте. Я вже закрилася. Спати. Позакривалася. Здравствуйте. Запорами, здрасте. Гляньте, чим закриваюсь. А глянула в окно, що ви приїхали. Вот как у вас дверь прям так, да, отставляется. Ой, догрвала водоло, воду все врем'я. Так оце таке запори в мене. Как ваши дела? Да, діла, кажуть, як сажа біла. Бабушка Маш, мы приехали к вам под вечер. Извините, пожалуйста, нам сейчас вас придется чуть-чуть ваш покой побеспокоить. Сейчас... Ночуйте, в мене є кровать, я відкрию, там можна ночувати. Спасибо большое. Сейчас сюда приедут машины и уже выгрузят домик. Вот сюда поставят его. Чи я буду в ньому жити, яка криша? Ну що, я її сама крила, 40 мы знаем. раз крила. Я Да, мы знаем прекрасно. І соломою, і всім крила, я ж була молода. І трубу мазала, тепер я тут боюсь лазити, я там провалюсь и все. Не лазить уже там. За душу. Уже там не придется больше лазить. Вы понимаете, да, что сейчас прям, минут через 5-10 приедут ребята на машинах, и вот сюда, вот на эти столбики, на подготовленный фундамент, мы уже поставим новый домик. А вот тут вы здесь себе сделали, у вас же, когда мы приезжали, была только кровать. Та он же не рає, я там і сплю ночі, я боюся. Летають об'єкти всі. Ви знаєте, що летають парашути всі, а я їх боюся. Я ж це запинаю тут. Вот так вот вы. От огля, і подушки, Вижу, ничего себе. одіяло, лягаю там. Та тут хорошо, гля, крепко так, що смерть. Лягаю і все. І ви лягаєте, ляжете тут. Тут подушки, у мене все є. Я й запинаюся. Такой, бабушка Маша сделала такую себе вот мини-домик такой получается, да, у вас тут? Да. Мини-шалашик, летний вариант. Так я це запинаю. Кому треба, хай приходить, ночує. Бабушка Маша говорит, кому нужно, может приходить. Кому нужно, друзья, можете. Кому нужен ночлег, приходи. Да, если кому нужно ночлег. Бабушка не против. У нас сегодня праздничное событие. Знаете, какое? А як? Владимира день рождения. Так, а чимся я подарю? Не можна випити зараз. Так можете поздравить, просто его так. Ага. Хай Бог дає здоров'я тобі, чого хочете вже. Спасибо. Гляньте, яка труба. А лазила ж мазать її. Давайте просто на минутку представим. Вы бабушка 80 лет.
живете в таком доме. Я понимаю, это фантастика, но просто чтобы понять, как, что сейчас она испытывает. Вдруг почти в 7:30 вечера приезжают ребята и говорят: все, сегодня уже будет ставить сюда домик. Дима ей объясняет уже, что сейчас будет дом, а она до конца еще не понимает, что сейчас действительно здесь станет этот дом, бытовка. Этот дом поломать мы не будем, мы это пытаемся объяснять. Она очень боится, бабушка Маша очень боится, что наша цель сломать вот этот дом. Она говорит: это моя хата, не рушьте ее, не ломайте. Мы, разумеется, ее ломать не будем. Основной момент это вот здесь, что здесь поставится просто еще дополнительный дом. И она сюда не сразу, со временем переедет. И будет здесь обоснуется, будет жить. Мы как-то в этом уверены, все будет хорошо. Бабушка Маша немножко помогает нам, разбирает здесь забор, потому что мы думаем, что, скорее всего, сейчас, у нее есть палки вот эти понатыканы, мы думаем, сейчас, может быть, мы откроем вот эти ворота такие, да, самодельные, вероятно, и тогда, как минимум, у нас освещение будет, нам важно здесь сделать освещение сюда. Мы здесь уже меряем фундамент, смотрим, чтобы все у нас подходило. Бабушка Маша что дерево спилила недавно. И из этого дерева сделала еще дополнительную часть забора. Ребята рады, что дом приехал. А Леха крутой сейчас среди этих парней всех тут. Если нужно построить заборы какие-то, забор, то к бабушке Маше нужно обратиться, на самом деле. Вот такую конструкцию. Враг не пройдет, точно. Да, враг не пройдет. Маленький домик. Ага, так, здесь все у меня. Так. Давай, ставлю и туда перекидывай. Я так понял. Правильно все понимаю. Бабушка Маша тут уже сама таскает. Бабушка Маша на самом деле очень сильная. Сильнее нас тут всех вместе взятых, очень боевая. Тут все завязано четко. Там проблем так уже не соберешь. А? Так-то мы уже не соберем. Так же не соберем, да. Ой, красивый домик. Пожалуйста, внучка, как бабушка живет, ох, и время. Дим. Старушкам сегодня не дает. А крыша такая будет? Крыша там сверху будет гибкая черепица. Короче, там все будет хорошо, ничего не будет протекать. Точно лето, я залезу там и буду спать, да? Да? У нас такая происходит ночная спецоперация. Свет мы поставили от машины. Здесь у нас есть заезд, там вот между двумя участками, сюда спокойно приезжает манипулятор, в чем нам повезло. И оттуда мы сейчас сразу сгрузим. Сначала мы сгрузим кольцо для туалета и сам туалет, потом мы сгрузим пол и пол веранды, которая у нас сложилась. И потом мы поставим основной домик вот здесь сюда. На завтра мы это просто перенести не можем, потому что ребята, у них есть сегодня день, и нам... Да, однозначно, то есть манипуляторы должны сегодня быть разгружены, поэтому вот так в ночи мы всем этим занимаемся, по сути. Но ничего, такие съемки ночные тоже имеют место быть. Наконец-то приехали. Да, понимаете ли, к сожалению, затянуло строительство, но ничего, мы приехали. Вы молодцы. Пришлось вечером, правда, но... Ничего. А тогда поставите завтра или... Сегодня поставим, а завтра, то есть в следующей серии, уже благоустроим и полностью все сделаем. Мария Тимофеевна, тут такой вопрос. Мы вам еще туалет привезли человеческий. Давай. Вон там вот, и вот это кольцо для туалета. Как вы думаете, где лучше поставить туалет? Ну, я думаю, что где-то здесь, наверное. Вот туда. Ну да. Да я сейчас схожу в ведро. Ну, понятно. Не, мы вам сделаем... Нет, будет удобный туалет, в который будет хорошо ходить. Да что тут жить? Я уже, наверное... Извините за подробности такие, ну вот так. Вов,
С днем рождения тебя. Спасибо. С днем рождения. Хороший у тебя днюх сегодня, а? Хороший днюх. О, я Да? не забуду. Сюда кину. Что такое? Хоситимай не вставлять, черт. Тем временем у нас заезжает второй манипулятор, чтобы выградить сюда уже основной домик. Ну что ж, в итоге мы все-таки привезли сюда бытовку, привезли сюда вот эту часть веранды. Было очень много приключений сегодня. Что хочется сказать? Ребята, которые откликнулись на манипуляторе, на 2 манипуляторах сюда приехали, это настоящие герои сегодняшнего дня, которые вместе с нами всего натерпелись, вместе с нами через все прошли. Им прям огромнейшее спасибо, вот прям спасибо. Теперь у них есть наклейки на машине, увидите их в Воронеже, сигнальте им и приветствуйте их. А мы планируем завтра сделать все здесь до конца, планируем собрать веранду, планируем облагоустроить, облагородить здесь все, что можно, и в том числе внутри, мы пока вам не показываем. И бабушка Маша зайдет внутрь своего нового домика. Это все вы увидите в следующем выпуске. Вы сами понимаете, что в этом мы просто физически не можем. В следующем выпуске финальное заключение всей этой истории. Не пропустите в понедельник. Всем пока. Спасибо. Вы заметили, что вот там вот гуляет какой-то парень прям в поле. Молодой человек! Да, подойдите, пожалуйста. Вверх доски. Лучше, зачем доски? Ниже, опускай.